Всем привет! Кстати, последний привет в 2020 году, может быть, это и неплохо. Меня зовут Мария Мироневич, вы на канале «Как похудеть», и мы с вами сегодня, у нас такой специальный новогодний выпуск, потому что скоро, да, уже прям совсем скоро, и опять мы все живем в разных часовых поясах. У кого-то, кстати, возможно, уже наступил Новый год. Если это так, напишите об этом в комментариях. И тогда я вас поздравляю с наступившим Новым годом. Ну а мы, наконец-то, провожаем этот 2020, который, прямо-таки скажем честно, был вообще не очень. Но это не главное. Главное то, что мы все вместе, то, что у нас все отлично. И будет обязательно еще лучше. Просто потому, что мы с вами будем продолжать работать для себя, для своего здоровья. И я хочу с вами поделиться такой мыслью, которая мне сегодня пришла, потому что, естественно, родные, близкие, просто люди в нашем сообществе, которые на самом деле мне уже тоже очень-очень близкие, присылают там и в Инстаграм, и ВКонтакте, и в сообществе Вайбер поздравления. И, конечно же, вы знаете, праздники, Новый год – это всегда то время, когда мы стараемся зачастую для других. Особенно, конечно, это, я думаю, касается всех женщин. Вот. И мы стараемся для других. Я могу сказать про себя, что я всегда стараюсь, да, там, угодить детям с подарком. Вот. И так далее. Стараемся накрыть хороший, красивый новогодний стол. И в нашем случае еще и безопасный для фигуры. Вот. И получается, что мы очень много тратим сил, энергии, эмоций на то, чтобы стараться для других. И сегодня я вас прошу, и даже не только прошу, и не столько прошу. Сейчас переключу камеру, потому что вы должны увидеть, как красиво. Вот такая красота у нас. Видно горы, просто отличная погодка сегодня. Ну, собаки, они лают, что хотите. Дома у всех, у многих, во всяком случае, есть собачки. Вот, и что я вам хочу пожелать, я от вас хочу попросить, это то, чтобы вы составили пожелания для себя. То есть то, чего вы себе желаете. Потому что когда вы что-то пишете, да, там, я всегда, например, покупаю записную книжку, но в связи с переездом и в связи с тем, что было очень много планов, у меня целых 3 записных книжки, они не закончены, и поэтому они у меня автоматически перешли на 2021 год. А так я стандартно, где бы, кстати, я не работала, всегда покупала себе записную книжку, потому что вот люблю такие олдскульные моменты, чтобы писать там не где-то в планшете, заметки какие-то в телефоне, а мне вот удобнее делать это в самом обычном блокноте. И если вы такие же, как я, то, конечно, можете использовать блокнот. Если вы предпочитаете современные технологии, конечно, можете создать себе какие-то заметки и так далее. Вот. И напишите то, чего вы хотите для себя, то, что вы планируете. То есть вот не обязательно, да, должны быть какие-то очевидные вещи. Напишите то, о чем вы мечтаете, то, к чему вы стремитесь, то, чего вы хотите, и, возможно, то, о чем вы мечтаете, и думаете, что такого никогда не случится, просто на самом деле напишите. И сейчас здесь у нас с вами идет разговор не о каком-то магическом мышлении, да, против которого я резко выступаю, всякие там эти аффирмации и так далее, вот, а просто о том, чтобы создать себе некий план. Потому что когда вы что-то пишете уже, да, это откладывается у вас где-то в сознании, в подсознании, в мыслях, вот, и встретиться с этим, воплотить это все в жизнь становится в разы проще. Вот, поэтому я вас прошу, не забывайте в празднике о себе, не забывайте в празднике о своих желаниях, о своих каких-то мечтах. Это на самом деле очень важно, несмотря на возраст, мечтать, планировать, фантазировать где-то, может быть, это тоже на самом деле абсолютно нормально. Я так делаю, правда. Иногда как-то вот это помогает
немного по-другому посмотреть. И иногда приходят интересные мысли на самом деле. Потому что когда-то похудеть на 50... Вообще хоть сколько-то там похудеть, да, весить хотя бы меньше 100 было... ну, действительно, просто фантазия для меня, потому что, ну, я так много пыталась, я так много старалась, тратила огромное количество денег и так далее. Ну, и здоровье, чего уж там говорить. И у меня все не получалось. И оказалось, что все, что нам нужно, вот оно, да. И поэтому посвятите себе 5, возможно, 10 минут, или пока вы сейчас смотрите это видео, слушайте меня где-то на втором плане, а сами пишите себе такой вот листочек с планом того, что вы хотите, чтобы свершилось в 2021 году. Или, кстати, вы можете сделать еще отличное решение. Просто мне сейчас вот прям пришло по наитию. Вы можете ваши свершения, ваши какие-то желания, которые чтобы совершились, написать просто в комментариях. У меня, честно, на 21 год желания, вот лично у меня самые простые и такие, знаете, женские, потому что очень хочу съездить на шопинг в Белград, потому что это на самом деле одна из таких европейских столиц шопинга, и там очень-очень недавно открылся супер огромный торговый центр, галерея Белград, плюс нам туда ехать всего 2 часа. Ну и кроме шопинга, честно, тоже хочется, конечно, побывать в Белграде. И, естественно, для этого должны быть некоторые условия. Это, конечно, меньше количество людей с коронавирусом и так далее, и так далее. То есть всю про эту ситуацию вы знаете. Потому что, честно, соскучилась и за это время. Да, онлайн-шопинг или какой-то быстрый шопинг, где ты там покупаешь что-то подходящее тебе и так далее, это одно. А вот именно такое растянутое удовольствие походить по магазинам, посмотреть, померить. Вот этого, я думаю, многим из нас не хватает, и мне этого хочется. Еще, конечно, я мечтаю, планирую это приобрести себе в нашу с Сергеем комнату кровать, потому что у нас никогда не было с ним кровати, у нас всегда был раскладной диван, даже когда у нас была 3-комнатная квартира. И вот теперь, наконец-то, у нас есть собственная комната, и я думаю, следующим этапом будет то, что у нас будет собственная кровать. Ну, диван у нас, в принципе, тоже собственный. Вот, сейчас я вообще что делаю, потому что в сообществе... Вот, кстати, в Сербии бывают лужи, вот так. Написали, что уже все наготовили, еще скинули фотографии, а мы еще не готовили, потому что снимали с самого утра. И Сергей там сейчас еще работает, монтирует видео и так далее. А мы сейчас идем с Ириной Ивановной в магазин на дозакупку, потому что кое-что сейчас писали, вспомнили и решили заодно прогуляться и, конечно, записать для вас вот такое, конечно, не особо новогоднее, потому что вокруг все зелено, но все-таки видео. Я вас от всей души поздравляю с Новым годом. Пусть он для вас будет новым. Я хочу, чтобы он для вас был новым. Я хочу, чтобы в этом новом году новыми, естественно, только в хорошем смысле, были вы, чтобы у вас началась новая жизнь, чтобы вы себе наконец-то позволили жить так, как вам хочется, так, как вам мечталось. Впустите новое в свою жизнь. И, конечно, не забывайте о том, чтобы что-то новое в вашей жизни появилось, нужно расстаться с чем-то старым. И, честно, я рассталась с 55 килограммами старого жира и ни дня об этом не жалею. И я уверена, что получилось у меня, получилось на самом деле у огромного количества человек, и значит, обязательно получится у вас. Я в вас абсолютно уверена. Позвольте себе быть новыми в этом новом году. А мы вас всем сообществом поддержим. Если это видео вам понравилось, зарядило вас
позитивным настроением обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я желаю всем любви, добра и, конечно, отличного настроения в эти праздники. Не забудьте про желание для себя.